Те, у кого классическая плита, знают, что вплотную к мебели ее не придвинуть, из-за чего в щели попадают пыль и мусор, который очень сложно убрать. С этой проблемой не сталкиваются те, у кого встраиваемая кухонная техника. Варочные поверхности плотно прилегают к столешнице. Они компактные, стильные и функциональные. Сегодня я расскажу о типах и особенностях этих устройств и о том, как не прогадать с покупкой. И в первую очередь отталкиваться стоит от типа нагрева – газ или электричество. Газовые варочные панели выделяются экономичностью. Они равномерно и быстро нагревают продукты. Но перед выбором важно определиться с размером, материалом основания и типом конфорок. Существует 3 варианта панелей – стеклокерамика, эмаль и нержавеющая сталь. Первые имеют стильный дизайн. Стеклокерамика гладкая и ее легко очищать. Но важно знать, что для очистки такой поверхности надо купить специальное моющее средство. Панели с эмалированным покрытием появились на рынке несколько десятков лет назад и до сих пор актуальны за счет приятной цены и практичности. Но очистить ее от остатков пищи или сбежавшего молока гораздо труднее. Да и спустя время даже при бережном уходе на ней могут появиться царапины. В отличие от поверхности из нержавеющей стали, которые менее подвержены механическим повреждениям. Тут на выбор есть как и полированные, так и матовые покрытия. Что касается конфорок, то сейчас можно встретить стандартные одинарные, с двойным или даже тройным рядами пламени. Соответственно, чем их больше, тем быстрее разогреется пища. Но газовые варочные панели предельно просты. Среди фишек тут максимум электрический поджиг и функция газ-контроль. На случай, если пламя погаснет, система заблокирует приток газа. Теперь поговорим об электрических устройствах. И если старые модели долго грелись и остывали, то на современных готовить можно через пару секунд после включения. Есть электрические варочные панели с классическим нагревом, а есть с индукционным. В основе первых или спиральные, или лентообразные тены. Они хоть и нагреваются за считанные секунды, но долго остывают. В таком случае около 30% энергии уходит в воздух, поэтому расход электроэнергии значительный. В индукционных поверхностях нагревание происходит за счет магнитных потоков. Причем нагревается сама посуда, а плита остается холодной, а значит она не расходует понапрасну киловатты. Да и с очисткой такой поверхности сложностей не возникнет, достаточно протереть ее салфеткой. Однако такая панель требует дополнительной покупки посуды, которая магнитится с ровным и толстым дном. В электрических приборах интересных фишек в разы больше. Например, индукционные поверхности с автофокусом, которые распознают размер посуды и разогреваются только под ее дном. Также, если ваш выбор пал на такую поверхность, я бы рекомендовала заключить прибор в рамку, чтобы избежать сколов на месте стыка панели и столешницы. При выборе также стоит учитывать и тип управления. Это могут быть механические поворотные переключатели, либо же сенсорные кнопки. Но за тач-панелью нужно ухаживать, чтобы она не загрязнилась и хорошо реагировала на касание. И напоследок отдельно отмечу комбинированные поверхности. Тут одна конфорка электрическая, а остальные газовые или наоборот. Приоритет отдают в зависимости от ситуации. И если вы определитесь с типом нагрева, материалом и желаемыми фишками, то круг претендентов сузится до пары моделей. Напишите в комментариях, чем пользуетесь вы – классической плитой или варочной поверхностью, и довольны ли вы ею. Если было вам полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А также смотрите ответы на популярные вопросы о варочных поверхностях и обзор встраиваемой техники горения. Пока!